Правда страшнее мистики. Мистика дает лишь разыграться нашему бурному воображению. Но лишь правда выворачивает все наше сознание наизнанку. Всем привет! С вами Финемор. Я не вправе рассказывать вам эту информацию. Возможно, она так никогда и не откроется для широкой общественности. Но мой долг – рассказать вам все, чтобы это было однажды услышано. Итак, давайте посмотрим на дневник адмирала Ричарда Бёрда. Официально говорится, что в дневнике описывается полет над Северным полюсом, а на деле это исследовательский полет над Антарктидой, так как не мог Бёрд находиться в одно и то же время на разных полюсах планеты. Или мог? Решать, как всегда, только вам. Итак, дневник адмирала Ричарда Бёрда, февраль-март 1947 года. Мой секретный дневник о полой земле. Я пишу этот дневник в тайне и не до конца сам все понимаю. Приходит время, когда неизбежность истины затмевает рациональность. 9:55. Изменяем высоту до 2950 футов, так как снова наблюдаем сильную турбулентность. 10:00. Мы пролетаем над небольшим горным хребтом, все еще двигаясь на север. Помимо горного хребта видим небольшую поляну с рекой или ручьем посредине. Но ведь под нами не может быть зеленой поляны. Здесь что-то определенно не так. Мы должны быть над льдом и снегом. По левому борту видим лес, растущий на склонах гор. Наши навигационные приборы все еще вращаются. Гироскоп раскачивается вперед-назад. 10:05. Я изменяю высоту до 1400 футов и закладываю крутой левый крен для того, чтобы рассмотреть поляну под нами. Она зеленая, либо из мха, либо из-за плотного сплетения травы. Свет здесь кажется совсем другим. Я больше не вижу солнца. Мы делаем еще один левый разворот и замечаем нечто вроде большого животного под нами. Похоже, что это слон. Нет, он больше похож на мамонта. Невероятно. Но тем не менее, это так. Мы снижаемся до 1000 футов, и я достаю бинокль для того, чтобы лучше рассмотреть это животное. Теперь я убедился, это животное похоже на мамонта. Сообщили об этом на базу. 10:30. Обнаружили больше зеленых холмов. Индикатор температуры за бортом показывает 74 градуса по Фаренгейту. Это 23 градуса по Цельсию. Продолжаем двигаться на север. Навигационные приборы в норме. Я озадачен их поведением. Пытаемся выйти на радиоконтакт с базой. Радио не работает. 11:30. Земля под нами более ровная и нормальная, если ее можно так назвать. Впереди мы замечаем нечто похожее на город. Невероятно. Самолет кажется странно легким. Управление не реагирует. По бокам от наших крыльев странного типа летательные аппараты. Они летят вдоль, быстро приближаясь. Они напоминают по форме диски и имеют блестящий внешний вид. Сейчас они достаточно близко, чтобы увидеть маркировку на них. Это свастика. Фантастика. Где же мы? Что же произошло? Я пытаюсь потянуть на себя штурвал, никакой реакции. Мы пойманы в невидимые тиски. Наше радио начинает трещать, и слышится голос на английском с небольшим скандинавским или немецким акцентом. «Адмирал, добро пожаловать на нашу территорию. Мы приземлим вас ровно через 7 минут. Расслабьтесь, адмирал, вы в надежных руках». Я заметил, как двигатели нашего самолета остановились. Самолет под каким-то непонятным контролем. И сейчас сам совершает поворот. Управление бесполезно. 11:40. Еще одно радиосообщение получено. Мы начинаем процесс посадки. И через некоторое время самолет начинает немного дрожать и снижаться так, как будто находится на невидимом подъемнике. Мы снижаемся очень плавно и касаемся земли лишь с небольшим толчком. 11:45. Я делаю последнюю поспешную запись в бортовом журнале. Несколько мужчин приближаются к нашему самолету. Они высокие, со светлыми волосами. В отдалении
большой город, пульсирующий и мерцающий всеми цветами радуги. Я не знаю, что сейчас произойдет, но я не вижу оружия у тех, кто к нам приближается. Я слышу голос, обращающийся ко мне по имени, чтобы я открыл им дверь грузового отсека. Я выполняю. Конец журнала. С этого момента я описываю все события по памяти. Описанное ниже не поддается воображению и будет выглядеть полным бредом. Радиста и меня вывели из самолета, но обходились с нами очень уважительно. Далее мы поднялись на некое транспортное средство, напоминающее платформу, но без колес. Она понесла нас к мерцающему городу с большой скоростью. По мере приближения создалось впечатление, что город был сделан из какого-то материала, напоминающего хрусталь. Вскоре мы прибыли к большому зданию, подобных которому я ни разу в жизни не видел. Нам дали какие-то теплые напитки, по вкусу очень необычные, но очень вкусные. Примерно через 10 минут появились наши сопровождающие и сказали, что я должен идти за ними. Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Я оставил своего радиста, и спустя некоторое время мы зашли в нечто, напоминающее лифт. Спускались какое-то время, после чего кабина остановилась, и дверь беззвучно поднялась вверх. Дальше мы пошли по коридору, залитому розовым светом, исходившим, кажется, прямо из самих стен. Один из моих сопровождающих жестом попросил меня остановиться перед большой дверью. На двери были нанесены какие-то знаки, которые я не мог понять. Большая дверь бесшумно открылась, и мне предложили пройти внутрь. Один из сопровождающих сказал: «Не бойтесь, адмирал, вас примет хозяин». Я захожу внутрь и вижу яркий необычный свет, заполняющий все помещение. После того, как глаза привыкли к свету, я могу видеть то, что меня окружает. То, что я увидел, было самым прекрасным из всего, что я видел в своей жизни. Это было слишком прекрасно, чтобы я мог хоть как-то это описать. Вокруг все выглядело очень изысканно. Я думаю, что не существует слов, чтобы описать все это. Мои мысли были прерваны теплым мелодичным голосом. «Я приветствую вас на нашей земле, адмирал». Я вижу человека в возрасте с приятными чертами лица. Он сидит за большим столом. Он предложил мне сесть на один из стульев. После того, как я сел, он улыбнулся. «Мы позволили вам попасть сюда, потому что вы благородный человек и хорошо известны на поверхности Земли». «Поверхности Земли?» У меня перехватило дыхание. «Да», — ответил хозяин с улыбкой. «Вы находитесь в землях Ариании, внутреннего мира Земли. Мы не отнимем много времени и вернем вас на поверхность. Теперь, адмирал, я должен объяснить вам, почему вы здесь. Мы стали наблюдать за вашей расой сразу после того, как взорвались первые атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, в Японии. Именно в это неспокойное время мы в первый раз отправили наши летательные аппараты в ваш мир, на поверхность с целью узнать, что у вас там произошло. Видите ли, мы никогда раньше не вмешивались в жестокость и войны вашей расы, но сейчас мы обязаны это сделать, так как вы научились обращаться с силой, которая не предназначена для человека. Я говорю о ядерной энергии. Наши посланники уже доставили сообщение державам вашего мира, но те пока не прислушались. Сегодня вы были выбраны стать свидетелем того, что наш мир действительно существует. Как видите, наша культура и наука на много тысяч лет обгоняет вашу, адмирал». Я перебил его. «Но как это может быть связано со мной, сэр?» Показалось, что глаза хозяина проникли в мой разум, и после некоторой паузы он продолжил. «Ваша раса достигла точки невозврата, так как среди вас есть такие, которые скорее уничтожат весь ваш мир, чем откажутся от своей власти». В 1945 году мы пытались выйти на контакт с вашей расой, но наши попытки были встречены враждебно. Все наши аппараты были обстреляны и преследовались вашими истребителями с целью уничтожения. Поэтому сейчас я сообщаю, что в вашем мире собирается большая буря, которая будет длиться много лет. В вашем оружии не будет ответа. Ваша наука никак вас не защитит. Буря может бушевать до тех пор, пока не будут растоптаны каждый цветок вашей культуры, пока вся человечность не будет затоптана в бесконечный хаос. Ваша последняя война
была лишь прелюдией того, через что придется пройти вашей расе. Мы здесь видим все гораздо четче. Вы считаете, что я ошибаюсь?» «Нет», — ответил я. «Это уже случалось раньше. Наступали темные века, и они длились более 500 лет». «Да», — ответил хозяин, — «темные века, которые придут, покроют землю темной пеленой. Но я верю, что некоторые из вашей расы переживут эту страшную бурю. Ничего больше я не могу вам сказать. Но мы видим новый мир, возрождающийся на ваших руинах, ищущий потерянные легендарные сокровища, и они будут здесь, у нас на хранении. Когда это время придет, мы снова выйдем, чтобы помочь вам возродить вашу расу и культуру. Может быть, к тому времени вы осознаете бессмысленность войны и соперничества. И может быть, после этого некоторые части вашей культуры и науки будут возвращены вам, чтобы начать все заново. Тебе нужно вернуться в мир на поверхности с моим посланием». Двое моих сопровождающих появились снова рядом со мной. «Пройдемте, адмирал», — сказал один из них. Мы быстро вышли из больших дверей и снова зашли в лифт. Один из моих сопровождающих сказал: «Теперь мы должны поторопиться. Хозяин не хочет больше вас задерживать, и вы должны вернуться с этим сообщением к вашей расе». Весь воздух вокруг теперь был пропитан ощущением срочности. Как только закрылась дверь грузового отсека, наш самолет стал подниматься в воздух невидимой силой, пока мы не достигли высоты 2700 футов. Два летательных аппарата по сторонам сопровождали нас на пути обратно. Интересно, но индикатор скорости показывал, что мы не движемся, хотя на самом деле мы летели с очень высокой скоростью. Запись в бортовом журнале продолжается. 14:15. Пришло радиосообщение. Мы покидаем вас, адмирал. Ваше управление снова работает. Самолет неожиданно тряхнуло так, будто он попал в воздушную яму. Некоторое время мы молчали, каждый думал о своем. 14:20. Под нами снова были обширные площади льда и снега, примерно в 27 минутах от нашей базы. Выходим на радиоконтакт. Мы сообщаем, что все в норме. База сообщает, что рады снова слышать нас. 15:00. Мягко приземляемся. У меня теперь есть миссия. Конец записи в бортовом журнале. 11 марта 1947 год. Я только что был на совещании сотрудников в Пентагоне, рассказал им о своем открытии и передал это сообщение. Все было должным образом записано. Об этом было доложено президенту. Сейчас я уже несколько часов нахожусь под стражей. 6 часов 39 минут, если быть точным. Я был внимательно опрошен сотрудниками службы безопасности и командой врачей. Это было испытанием. Я помещен под жесткий контроль Национальной службы безопасности. Мне приказано молчать относительно всего, что я узнал. Невероятно! Мне напомнили, что я военный и должен подчиняться приказам. 30 декабря 1956 год. Последняя запись. Последние несколько лет для меня были нелегкими. Сейчас я хочу сделать свою последнюю запись в этом дневнике. В заключение я хотел бы сказать, что верно хранил эту тайну все эти годы, хотя это было против моего желания. Сейчас я чувствую, что мои дни сочтены, однако эта тайна не уйдет со мной в могилу, а как любая истина, рано или поздно восторжествует. Это может оказаться единственной надеждой человечества. Я видел правду, и она укрепила мой дух и освободила меня. Теперь приближается длинная ночь, но это будет не конец. Как только длинная арктическая ночь закончится, ослепительный бриллиант истины заблистает на горизонте, и те, кто во тьме, утонут в его ярком свете. Потому что я видел эту землю за полюсом, видел этот центр великого неизведанного, и я знаю, что он есть. Адмирал Ричард Бёрд, Соединенные Штаты Америки, 24 декабря 1956 год. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.